Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной, жаркой Финляндии. Спасибо всем за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, разумеется, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила небольшую нарезку финских новостей. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с глобальных новостей. Союзник слегка заломил руки Европе, и сделка по пошлинам между ЕС и США состоялась. США вводит до 15% пошлины на большинство европейских товаров. ЕС в ответ делает хорошую мину при плохой игре. Американские товары заходят в Европу почти без ограничений. И вишенкой на торте – Евросоюз обязался увеличить закупки американского газа и вооружений и инвестировать в экономику США сотни миллиардов долларов, которых у него нет. Радует одно – соглашение временное на 3 года, а там, как говорится, или падишах умрет, или осел сдохнет. Большинство аналитиков Финляндии называют соглашение лучшим из плохих вариантов. Удалось избежать полномасштабной торговой войны, которую могла бы устроить администрация США. Финские СМИ отмечают, что, несмотря на невыгодные для ЕС условия, стабильность и предсказуемость, которые несет сделка, важнее всего. Но все-таки соглашение оставляет за США рычаги давления на Евросоюз, и это тревожит экспертов. Свежее исследование газеты Helsingin Sanomat показало, 48% финнов считают, что палестинское государство следует признать. Против только 24%. Остальные 28% не смогли определиться. Для сравнения, в мае похожий опрос делал телеканал Yle, и тогда за признание Палестины было 44% финнов, против 28%. Ряд стран Европы, включая Францию, собираются признать Палестину. Это уже сделали Швеция, Норвегия и Исландия. А вот Дания и Финляндия пока нет. Должна ли Финляндия признать Палестину? Президент Финляндии Александр Ступп еще весной заявил, если начнется волна признаний, Франция, Британия и другие, Финляндии стоит быть на правильной стороне истории. Среди сторонников Зеленых и Левого Союза 80% за признание Палестины. У Перусуомалайсит партия «Истинные финны» за только 20%. Среди христианских демократов никто не поддерживает признание, но треть затрудняется с ответом. У сторонников Kokoomus национальная коалиция мнения разделились. Треть за, 40% против. У социал-демократов СДП 2/3 поддерживают, лишь 10% напротив. У центристов 40% за, 20% против. У шведской народной партии РКП тоже 2/3 за признание. Среди женщин 50% за Палестину, 14% против, 36% не определились. Среди мужчин 46% за, 33% против, 21% не определились. А что с оружием? Финляндия закупает ПВО у Израиля. На вопрос, стоит ли покупать оружие Израиля, финны разделились почти пополам. 45% за сделки с Израилем, 38% против, 17% не определились. И снова гендерный разрыв. Среди мужчин 2 из 3 поддерживают военные закупки у Израиля. Среди женщин только каждая 4-я. При этом половина финнок против этих сделок, а 25% вообще не знают, как относиться. Финское общество не монолит. Палестина, Израиль, оружие – все это вызывает споры. И хотя половина страны склоняется к признанию Палестины, в вопросах безопасности и внешней политики Финляндия действует осторожно. Даже слишком осторожно. Но президент Финляндии Александр Ступп полез на днях поперек батьки в пекло и заявил, что он подпишет признание Палестины, если правительство подготовит такое предложение. Как вы считаете, стоит ли Финляндии признать Палестину или лучше дружить с Израилем? Я за Израиль. Там как-никак на четверть бывший наш народ. Помните прошлогодние заголовки, мол, в строительной компании УИТ 0 новых строительных проектов? Так вот, ситуация начала меняться. Во втором квартале этого года крупнейшая финская строительная фирма УИТ наконец начала новые жилые проекты. Строится аж 51 квартира в Финляндии. Ровно год назад 0.
Продажи новых, но еще не реализованных квартир тоже идут. Нераспроданными осталось меньше 600. Еще в начале года их было 700 штук. Выручка ЮЭТ за второй квартал составила 412 миллионов евро. Это меньше, чем год назад, 434 миллиона, но все равно больше, чем ожидали аналитики. Во втором квартале ни в Финляндии, ни за границей не было завершено ни одного жилого объекта. Это повлияло на доход, ведь выручка учитывается именно на момент сдачи домов. Однако в компании говорят, что предварительный маркетинг идет хорошо, интерес к новому жилью есть, а значит, стройки будут продолжаться. ЮИТ признает, в Финляндии ситуация на рынке жилья пока слабая, но уже улучшается. 51 квартиру строят, конечно, улучшается. В странах Балтии стабильность. В Восточной Европе вообще все отлично. Положение компании в Финляндии спасают инфраструктурные проекты. Школы, больницы, офисы. В первом полугодии этот сегмент принес компании 8 миллионов евро прибыли. В Финляндии взрывной рост числа выдворений. За первую половину этого года полиция отправила из страны 451 человека. Из них 50 с сопровождением. Это на 63% больше, чем за тот же период в прошлом году. Но самое интересное, кого именно выдворяют? Вы, наверное, тоже подумали, что из Финляндии выдворяют в основном понаехавших из стран третьего мира. А вот и нет. Вопреки расхожим ожиданиям, это вовсе не беженцы из дальних стран, а граждане Евросоюза. Румыны и эстонцы составляют почти 40% всех выдворенных. По оценке полиции, 60% выдворений связаны с преступлениями, остальные 40% с нарушениями миграционных правил. Причина такого всплеска выдворений – реформа полиции Хельсинки. С начала года там усилили, перераспределили, упростили, и процесс пошел. Результат не заставил себя ждать. С начала года уже выдворили 1374 человека. Seuraavaksi pyydämme läsnäolo päiviä pitkäaikainen afganistanilaisvaikuttaja täällä Suomessa, hyvin arvostettu ihminen. Опубликован ежегодный рейтинг, который ранжирует паспорта разных стран мира по количеству направлений, в которые их владельцы могут въехать без предварительной визы. В рейтинг включены 199 паспортов и 227 туристических направлений. Лидирует Сингапур. Второе место делят Япония и Южная Корея. Финляндия занимает третье место вместе с Францией, Данией, Германией, Ирландией, Италией и Испанией. У нас безвизовый въезд в 189 стран. Замыкает список Афганистан. У него свободный доступ только в 25 стран. США на 10-м месте. Мелочь, а приятно. Видео смотришь, ставь лайк, поддержи. Если вы пенсионер, живете в городе или у вас электрокар, у меня для вас плохие новости. Центристы все посчитали и решили, что таких нужно поприжать. Партия центра, Кескуста, вторая по величине оппозиционная сила в Финляндии, продолжает поиски возможностей для пополнения оскудевшей государственной казны. Подробностей пока немного, потому что, по словам вице-председателя партии Маркуса Лохи, все зависит от экономического роста. Поэтому конкретные цифры позже. Но направление центра уже понятно. Первое предложение – провести масштабную налоговую транспортную реформу. Потому что, как говорит Лохи, нужно адаптироваться к электрификации транспорта. По оценке вице-председателя партии Маркуса Лохи, такая реформа могла бы принести казне сотни миллионов евро. Для начала центристы хотят ввести километровый налог для электромобилей. Да, пока в других странах делают субсидии на зеленый транспорт, в Кескуста считают, что этих понторезов на электрокарах пора обелетить и брать с них мзду за каждый проеханный километр. Второе предложение – сократить жилищные пособия, особенно для горожан и пенсионеров. Это не новое предложение, его уже выдвигали раньше, и сейчас Кескуста предлагает к нему вернуться. Наверное, по мнению Кескуста, жить в городе – это уже привилегия. Еще Кескуста считает ошибкой решение правительства снизить налог на прибыль для компаний почти на 1 миллиард евро. По словам Лохи, такая мера не стимулирует рост, а только вредит бюджету.
Вместо этого партия хотела бы нацелить налоговые льготы на малые и средние предприятия, а реинвестированную прибыль облагать меньшим налогом, чем прибыль, выведенную на дивиденды. Также Кескуштаб против уменьшения налогового вычета за бытовые услуги. Кроме того, партия предлагает привязать налоги на алкоголь и сладкие напитки к инфляции, чтобы они росли автоматически, без отдельного решения парламента. А как со священными коровами партии? Кескуштаб традиционно защищает региональную политику и сельское хозяйство. Объединять регионы или сокращать больницы центр этого не хочет. Мол, это не принесет реальной экономии, а только создаст проблемы с согласованием зарплаты и компьютерных систем. Но вот специализированную медицину Кескуштаб готова централизовать. Например, если оперировать тазобедренный сустав, то важнее качество, а не расстояние. Можно прокатиться сотню-другую километров. А вот трогать сельхоздотации Кескуштаб не позволит. СДП предлагала сократить поддержку на 100 миллионов, но в центре это восприняли как атаку на финское сельское хозяйство. Лохи говорит прямо: отечественное продовольствие – это не та статья, которую нужно резать. В сухом остатке. Электромобили – платите. Горожане – живете слишком хорошо. Пособие – под нож. Сельское хозяйство – не трогать, это святое. Экономический рост, может быть, когда-нибудь. Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Финляндии из-за слишком быстро растущего госдолга и высокого дефицита бюджета. Это значит, что Финляндия теперь считается менее надежным заемщиком. В долг дадут, но под больший процент. А Минфин Финляндии уже предупреждает, следующему правительству придется либо расходы урезать на 10 миллиардов евро, либо повышать налоги. Гусиная сага в Хельсинки достигла международного уровня. Теперь о ней пишет даже Нью-Йорк Таймс. Американское издание пишет, что финны уже в отчаянии, потому что лето у них всего 2 месяца. Это все, что северная природа готова им подарить. А тут еще и на пляже приходится выбирать: стоять на солнце или лежать в ванне, потому что белощекие казарки загадили все. И хотя туристов такое количество говна может шокировать, для жителей Хельсинки это давно не новость. Проблема началась еще в начале 2000-х годов, когда популяция белощеких гусей росла как на дрожжах. Последние 10 лет их количество стабилизировалось на уровне 5-6 тысяч особей к концу лета. И все они публика наглая, с мощными клювами и без туалетной культуры. Гадят где попало. За это время власти попробовали все, что только можно. Заборы, специальные луга, различные девайсы для сбора помета. Но казаркам все как с гуся вода. Белощекие казарки находятся в списке птиц, охраняемых в ЕС. Правительство Петри Орпо, национальная коалиция, уже выразило пожелание исключить этих птиц из списка, но решение должно быть принято на уровне Евросоюза. А пока ежегодно белощекие гуси обходятся финским налогоплательщикам в миллионы евро. Жалобы на гусей в разные годы поступали со всей Финляндии. Там сожрали посевы, там вытоптали пастбища, там засрали парки, газоны и пляжи. Но гусей обижать нельзя. Гуси – это наши священные коровы. На всей территории Финляндии стоит аномально жаркая погода. Народ ринулся на пляже, но там, кроме белощеких казарок, поджидают еще 2 летние неожиданности. Озерная чесотка, ярвисюги и сине-зеленые водоросли. Если вода мутная, зеленая, с пленкой на поверхности, это токсичные сине-зеленые водоросли. Купание в такой воде может вызывать раздражение кожи, головную боль, тошноту и даже серьезные отравления, особенно у детей и собак. А что такое ярвисюги? Озерная чесотка. Упрощенно. В теплой воде живут улитки. В улитках живут черви-паразиты. Личинки этих червей, циркарии, стремятся попасть в кожу утки, но иногда ошибаются и попадают в кожу человека. Затем погибают, вызывая аллергическую реакцию в виде зуда, волдырей и сыпи. Через неделю-другую сыпь пройдет. И тут важный момент. Официально пляж может быть абсолютно чистым. Все стандартные анализы в норме.
Но циркарии в стандарты не входят. Поэтому пляж может официально иметь статус чистого, но риск заражения циркариозом будет присутствовать. Это природное явление, а не признак загрязнения сточными водами. Так что если светит жаркое солнце, вы на пляже, рядом цесарки, в воде зеленая жижа, а на коже волдыри и зудящие пятна, то поздравляю, лето в разгаре! А если серьезно, то не стоит купаться в стоячей, мутной или цветущей воде. А если все-таки искупались, примите после купания душ и обязательно вытритесь полотенцем. Все, предупрежден, значит вооружен. Ну и на пасашок. Очаровательная испанка Нурия преподаст нам немного испанского. Adelante, amigos. Испанские слова, которые на русском звучат не очень. Все слова, где есть сочетание звуков х и у, это всегда опасно. Имена как Julio, Julia, или слово juicio, суд по-испански, или junio, или mujer, женщина. Звучит нормально, но русские часто смягчают звуки больше, чем нужно, поэтому многие мои студенты говорят mujer, то, что не очень. Или jueves, четверг, тут вообще беда, потому что многие произносят jueves. Traje, это не повеселиться, это просто костюм. Пивка, это мое любимое. Когда в первый раз я сказала una питка de sal, все мои студенты хихи, ха-ха, пиписка. Дура, это значит твердая или строгая. Это точно, это точно смешно. Например, Nuria, no seas tan dura con los estudiantes. Pedirás, это просто попросишь. Perder, значит потерял. Mudarse, переехать. Иногда я не понимаю, в чем прикол. Например, orujo, это испанский напиток. Почему это смешно? Orujo. Или мочила, это рюкзак по-испански. Это ничего не значит на русском. Почему это смешно? Мочила. Но моя любимая, безусловно, это слово сука. Блин, Нурия. На каталанском это либо императив, либо третье лицо глагола макай. Нурия, сука, Нурия, макай. Блин. Мой юмор сегодня сверх интеллекта. Сука, 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 сука!